мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой приятный нежный топ, очень легким, интересным узором, который мне приглянулся и, в общем-то, заинтересовал меня данная моделька своей простотой, изящностью и легкостью. Итак, мои хорошие, давайте сейчас с вами по порядочку. Значит, выбираем пряжу, затем вяжем образец узора и по выкройке с помощью определенной плотности конкретно составляем инструкцию по вязанию на 6 размеров. Сегодня будем рассматривать 44-46 размер, 48-50 и 52-54. То есть вот такой у нас сегодня обширный будет интервал в размерах. Описание вязания будет выложено под видео, как всегда, наша инструкция по вязанию. Я думаю, что эта моделечка заинтересует многих вязальщиц, поскольку она довольно простая. Можно даже рекомендовать начинающим вязальщицам. Здесь есть такая фишка: вырез горловины и пройма обвязываются крючком. Схемочка тоже присутствует. Всем, кому приглянулось, остаемся на канале, смотрим до конца наш мастер-класс. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого топа я выбрала пряжу Alize Cotton Gold, зелененький такой салатовый цвет нежный. 100 грамм у нас 330 метров. Состав, цвет, значит, 478. И у нас состав 55% хлопок, 45 акрил. Спицы используем 3,5, девочки. Общий расход пряжи уйдет на этот топ около 300 грамм. Вот. Ну, на маленький размер меньше, даже 200 вполне хватит. Вот. И, в общем-то, вот так выглядит наш узорчик. Здесь у меня связано 2 раппорта в ширину, 2 раппорта в высоту. Вот, очень интересный узор, показываю вам. Вот, несложно вяжется. В принципе, можно рекомендовать его девочкам, которые только, учатся вязать, не имеющие еще особо большого опыта, поскольку здесь очень много рядов, которые повторяются, и в то же время в целом узорчик похож на листики такие крупные, очень интересный и, в общем-то, легко вяжущийся. Давайте посмотрим схему этого узора. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Раппорт составляет 11 петель в ширину, 22 ряда в высоту. Обвязочка внизу по схеме 2, крючочком обвязываем. Вот. В общем, девочки, очень простые условные обозначения, часто встречающиеся. Давайте я вам сейчас расскажу. Значит, горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот такая галочка с циферкой 2 – это 2 вместе лицевой. Наклоны вправо-влево – это мы будем, когда порядно вязать, там я буду уточнять этот момент. Вертикальная вот эта линия – это лицевая петля, кружочек – это накид. И вот такая стрелочка вверх – 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Все изнаночные ряды у нас вяжутся, как смотрят петли. Так, с этим понятно. Давайте выкройку посмотрим. Наша выкройка вот таким образом выглядит. Я ее, скажем так, переделала, трансформировала под наши размеры. У нас их будет 6, как я уже говорила, да. Я переделала здесь высоту, то есть здесь очень короткая, в принципе, моделька представлена. Вот, я думаю, что у нас будут другие немножечко мерочки. Я сделала побольше длину изделия. Вот этот размер 37 вы должны индивидуально для себя поставить. То есть в зависимости от вашего роста и ваших предпочтений, да, какой вы хотите модель, высоту, длину видеть, да. Вот. Также я углубила вот этот вырез горловины у меня, начиная, значит, от планки
до плеча 10,5 сантиметров в высоту. У спинки 2 сантиметра в высоту. То есть вот здесь я тоже этот момент хочу вам заострить. Он немножко другой, да? То есть не такой, как здесь представлен на выкройке. Но мы будем с вами более детально разбирать, составлять инструкцию во второй части видео, девочки, после того, как свяжем образец. И там вы все увидите. Я вам сейчас показываю. Вот так у нас выглядит наше всегда составленное описание. Инструкция по вязанию. Вот эти размерчики я вам уже озвучивал. 44, 46, 48, 50, 52, 54. Вот. И вот это наше с вами описание. Я его читать не стану. Вы все это дело, девочки, почитайте самостоятельно. Под видео будет. Да? Тут вся последовательность ваших действий будет выложена при вязании. Итак, приступаем к вязанию образца. Девочки, для вязания образца я набрала 24 петли. Раппорт 11 петель у нас в ширину. И поэтому 2 раппорта я вяжу. И у меня еще 2 петли кромочные получается. 24. И давайте начинаем с первого ряда раппорт вязать. Итак, первая изнаночная петля. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Раппорт узора связали. Точно такой же раппорт повторяем. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, по центру лицевая, еще накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Все четные ряды мы вяжем, как смотрят петли, и накиды провязываем изнаночными. Третий ряд вяжем. Раппорт начинается с изнаночной петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Третий ряд связали. Девочки, я хочу обратить ваше внимание, что с 1 по 7 ряд, если мы будем смотреть, то есть 1, 3, 5, 7 ряды вяжутся одинаково, совершенно одинаково. Поэтому продолжаем вязать. Следующий лицевой ряд у нас идет 5. Мы вяжем его точно так же, как сейчас я вам показала 3. 7 вяжем точно так же, как я показала 1, 3. Они одинаково вяжутся. Вот. Встречаемся в 9 ряду. Вяжем, девочки, 9 ряд. Связали мы с вами самостоятельно 5, 7 и 9 ряд у нас. Первая идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых по центру, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт узора. Вяжем 11 ряд. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые по центру, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 лицевые. Связали раппорт узора. Вяжем 13 ряд раппорта. Смотрите, 3 лицевые начинаем, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, по центру лицевая и 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Раппорт связан. Повторяем раппорт. Вяжем 15 ряд.
Итак, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 3 вместе лицевой, одной вяжем с выделением центральной вот этой второй петли. Для этого я первые, вторые петельки сейчас поменяю местами. Первая у меня за работой, вторая поверх нее накидывается. Вот так. И провязываем все 3 вместе одной петлей лицевой. Делаем накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Раппорт узора связан. Так. Семнадцатый ряд вяжем. Он у нас такой же, как был первый. Значит, вяжем первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, по центру лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Раппорт связали. И в раппорте у нас остается, девочки, 19 и 21 лицевые ряды, которые вяжутся абсолютно так же, как мы сейчас связали 17 ряд. Самостоятельно вяжем. На этом раппорт узор у нас связан, получается 22 ряда в высоту. Вот, и я хотела заострить внимание. Посмотрите, девочки, здесь вот такая особенность. Значит, первый раз я вязала вот этот заостренный конец листика, делая в начале 2 вместе лицевой с наклоном вправо, а здесь 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот, а здесь во втором раппорте я решила, поскольку в схеме не указано, да, то есть просто 2 вместе лицевой, да, никаких наклонов в схеме нет, да, то есть догадывайся как хочешь. Поэтому, девочки, я сделала во второй раз и показывала вам вот эти петли. 2 вместе лицевой в начале с наклоном у меня шли влево, потом вправо, когда формируем вот этот конец листика, да, то есть вот этот заостренный кончик. Это у нас идут ряды с 9 по 13. Вот здесь, да, то есть 2 вместе лицевой, вот эти 2 вместе лицевой с наклоном влево, а это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Но можно и наоборот. То есть на ваше усмотрение, как вам больше вот нравится вариант, такой или такой. Специально сделала 2 варианта. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и измерить плотность полотна. Горячим паром обдаем наш образец. Так, и тянем его в разные стороны энергично. Вправо, влево, вверх, вниз. Расправляем. Обращаю внимание на петельки, которые у нас идут кромочные. Их надо тоже распрямить. Они у нас в расчете будут участвовать. Все. Оставляем сохнуть. Так, девочки, измеряем ширину образца. У меня получилось 12 сантиметров. Мы набирали 24 петли. Поделить на 12, то есть это плотность 2 получается. И по вертикали у нас длина получается образца 17. И здесь участвует у меня 2 раппорта по 22 ряда. То есть 44 ряда поделить на то, что мы только что измерили, на 17. Получается вот такое число. Итак, вот такая у нас получилась плотность. В 1 сантиметре 2 петли. Это горизонтальная плотность. И по вертикали у меня получилось, я округлила, 2,6 ряда. Так, теперь наша задача сделать расчеты по выкройке. Итак, девочки, вот такая у нас будет с вами выкройка. Смотрите. Значит, у нас общая высота, я сделала ее чуть больше, потому что в оригинале она вообще была крайне короткая, 49 сантиметров. Я сделала 55 сантиметров.
И смотрите, значит, высота, как у нас на все размеры, получается 55. Вы вот этот показатель легко можете поменять и сделать либо покороче, либо подлиннее, по вашему желанию. Вот эту вот циферку, да, то есть это от планки до формирования линии плеча, до плеча высота. Так, теперь по размерам. Будут у нас 6 размеров: 44, 46, 48, 50, 52, 54. Начинаем мы с высокой планки, резиночкой 1 на 1. Вот. Набираем на 10 петель меньше. То есть вот здесь у нас 99, 110, 121 петля на 3 наших размера. Вот. И мы будем с вами на 10 петель меньше набирать для резинки. И в последнем изнаночном ряду надо равномерно эти петельки прибавить. Из протяжки обычно делать незаметным способом. Вот. После этого переходим на ажурный узор. Вяжем раппорт, вы видели, 11 петель мы его вязали, да? У нас с вами умещается, значит, смотрите, в первом размере. Так, 11 умножить на 9 плюс 2 кромочные, то есть 101 петля. 101 петля у нас получается. Здесь 110, смотрите. Значит, к 101 прибавить 11 петель, еще один раппорт, получаем 112 петель. И к 112 петелькам прибавить еще один раппорт 11, получаем 123 петли. Вот. Вот таким образом, девочки. И дальше, значит, вы поняли по раппортам, да? Здесь 9 раппортов, 10 и 11. Можно вязать в круговую. То есть тогда вот эти кромочные исключаются и получается на 2 петли меньше, да, то есть вот так можно вязать. Вот. Но кто привык вязать, я буду делать, составлять инструкцию по вязанию отдельно спереда и спинки. Так, у нас сперед и спинки отличаются лишь вырезом горловины. У переда, как всегда, он более глубокий. Значит, я сделала не глубокий вырез по спинке, хотя здесь на вырезке показан. Вообще, в принципе, здесь даже нет никакого размера. Я сделала 2 сантиметра, как обычно, по спинке вырез горловины в высоту. Вот. То есть на уровне линии плеч. Одновременно начинаем у бабочки делать, закрывать петельки плеч и одновременно закрываем в начале средней петли выреза горловины и затем для скругления в каждом втором ряду тоже делаем закрытие петель. Все это подробно я выложу под видео в описании, поэтому на этом я заострять сейчас внимание не стану. На вырез горловины у меня ушло 43, 44, так, 43, 44, 47 петель. Я распределила по размерам, да, и все, что осталось, у нас остается на линию, на плечи. И здесь я, кажется, неправильно посчитала. Здесь, по-моему, будет 29, да. Здесь у нас будет 112. Отнять 44. Это вырез горловины. 68 делим на 2 плеча. 34 петли, девочки, будет. И 123 отнять 47 петелечек вырез горловины. 76 делим на 2 плеча. 38 будет. Вот так. Это я в описании все выложу, эти мерочки. Так, теперь по поводу глубины выреза переда. Я сделала 10,5 сантиметров его по своему описанию, девочки. То есть от планки мы еще... Эти вот мерки, это неверные мерки. Я сказала уже, да, что длину я изменила. А вот глубина у меня именно такая. И обязательно все вот эти вертикальные величины переводите, пожалуйста, в ряды. То есть 47 сантиметров с помощью нашей плотности, которую мы с вами посчитали по вертикали 2,6. Мы сейчас с вами, смотрите, 43 сантиметра по вертикали умножим на 2,6 плотность, получим 112 рядов. Всегда пишется четное число. Вот, девочки, и именно так и вяжите 112 рядов. Ни в коем случае не мерите сантиметрами. После стирки ваше изделие вытянется и станет совсем другой длины, не такой, которую вы намерили сантиметрами.
потому что трикотаж всегда вытягивается. Надо вязать по правильной технологии, да, соблюдать технологию с применением плотности. Вот, неустанно говорю об этом в каждом мастер-классе. 112 рядов легко перевести в раппорт, чтобы легко было ориентироваться. Да? То есть, смотрите, у нас раппорт 22 ряда, мы 112 поделим на 22. Получим 5 раппортов целых, мои хорошие. Видите, как легко. И после этого формируем и вырез горловины у спинки, и линию плеча. Вот внучок ко мне пришел и внедрился. Попей водичку, попей. Ну, в общем, вот таким образом все описание я выложу под видео, мои хорошие. И будет все, я думаю, вам понятно и доступно. Вот. Я еще ссылочку выложу на мастер-класс, как сделать индивидуальный расчет самостоятельно, с применением плотности. Кому нужно, кто интересуется, как правильно научиться рассчитывать, мальчики, пожалуйста, обратите внимание на этот мастер-класс. Ссылочка будет, как говорю, под видео. Итак, мои хорошие, до новых встреч. Желаю вам удачи.